Домашний деревенский открытый пирог, пожалуй, одно из моих самых любимых блюд. Я не пеку его на очень пышном тесте, а делаю примерно как пицца. Вот такая красота получается. Хлеб под начинкой получается очень вкусный. А самое главное, он очень быстро делается. То есть буквально замесили тесто, у вас одна расстойка, накидали любой начинки сверху, все, что есть в холодильнике, и можно ставить в печку. Очень вкусно получается с картофелем, копченостью, помидорками, двумя видами какого-нибудь сыра. Но также этот хлеб получается очень вкусным и с рыбой, и с любой капустой, брокколи или цветной, с мясом и баклажанами. Для начала просейте муку несколько раз, я делаю это раза 3-4. Так мука обогащается пузырьками воздуха, и тесто получается намного вкуснее и воздушнее. Все, муку просеяли, отставьте ее пока, она нам не понадобится. Сейчас мы сделаем опару. Для этого нагрейте кефир до слегка легкого состояния, я делаю это в микроволновке. Туда поместите дрожжи. Мне нравится, как работают именно живые дрожжи, поэтому я их и советую. Это примерно 10 грамм идет на 200 грамм муки. Раскрошите их просто в стаканчик, ну и размешайте потом чем-нибудь, чтобы они хорошо разошлись. Концом ложки будет отлично. Дайте постоять дрожжам минутку-две. Добавьте в муку пару щепоток соли. К дрожжам добавьте сахар, ну и столовую ложку муки. Поставьте опару в теплое место. Я ставлю просто в печку. Слегка ее разогреваю где-то градусов до 35-40. В коем случае не делайте температуру больше. Чтобы дрожжи быстрее поднимались, я ставлю еще туда миску с горячей водой. Ну вот, опара у нас поднялась. Теперь добавляем туда еще масло и желток. Все, делаем углубление в муке и выливаем туда нашу опару. Быстро замешиваем тесто. Я замешиваю тесто всегда руками, потому что я чувствую, как оно работает. Но если вы хотите, то можете замесить это миксером. После того, как мука впитается, тесто будет липнуть к рукам. Так и должно быть. Просто снимите тесто с рук. Щедро смажьте руки оливковым маслом и продолжайте катать шарик, он скоро перестанет липнуть к рукам. Тесто должно быть умеренно мягким. Катайте, как я уже сказала, шарик, положите его на дно какой-нибудь емкости. Желательно, чтобы это не был полиэтиленовый пакет. Тесто не должно касаться с боков. У него должно быть место, куда подниматься. В рецепте сливочное масло, но я иногда кладу оливковое, как здесь на видео. Со сливочным маслом тесто мягче. Тесто готово, ему нужна всего одна расстойка. Дайте тесту подняться один раз. Оно увеличится примерно раза в 3. После этого можно его сразу раскатывать на противень. Я даю на противень ему еще минут 15 подняться слегка. И уже выкладываю начинку и сразу выпекаю. Конечно же, я тоже люблю пиццу. Рецепт ее будет в следующем видео. Но тесто для пиццы любит созревание, а это примерно 24 часа. Иногда ждать просто неохота. Поэтому такой деревенский домашний пирог открытый меня всегда выручает. Причем тесто здесь получается не такое, как в пирогах, слишком воздушное, слишком мягкое. Тесто больше похоже именно на хлеб, а не на сдобу. Дальше в видео, собственно, формовка и укладка начинки. Кому интересно, смотрите. Я как-то больше люблю руками делать. Тогда тесто получается более живым и более вкусным. Если раскатывать его скалкой, оно будет более жестким. Вот так просто ручками распределяю тесто по всей форме. Форма, кстати, именно для пиццы, на ней очень удобно выпекать, она с дырочками. То есть дно хорошо пропекается, желательно такую форму иметь. Ну вот и все, выпекайте такой пирог при 180 градусах до золотистой корочки. Вот так выглядит тесто, когда оно немножечко постоит, минут хотя бы 15 перед выпечкой. Теперь просто положите любую начинку и сверху посыпьте сыром обязательно. Самое первое, что следует сделать, это намазать любой томатный соус. На него уже кладем картофель, сверху кладем копчености какие-нибудь и уже сверху покрываем сырами. Я туда тру еще обязательно всегда кусочек сливочного масла. Вот такая красота получается после запекания. Картофель, кстати, делает свое дело. Получается очень сытно, очень нежно и очень вкусно. Подложка похожа именно на хлеб, как я и говорила, а не на сдобу. Такой обычный постный хлеб.